Ярлыки и стереотипы часто используются для определения того, кто мы есть как люди, даже если они дегуманизируют нас и игнорируют наш индивидуальный опыт. К сожалению, эти ярлыки и связанные с ними предположения могут привести к дискриминации, предрассудкам и, в конечном счете, к отсутствию уважения к другим. Поэтому важно, чтобы мы осознали опасность навешивания ярлыков и собственных сценариев на людей, поскольку это нарушает их личные границы и не отражает доброй воли, которую мы должны иметь друг к другу. Все мы знаем, как важно быть добрыми друг к другу. Но что происходит, когда мы навязываем людям ярлыки и собственные сценарии? Это форма неуважения, нарушающая личные границы человека. Навешивание ярлыков на кого-то и создание для них сценариев может нанести ущерб и привести к чувству неуверенности, недостойности и замешательству. Важно помнить, что каждый уникален и заслуживает уважения за то, кто он есть, а не за то, кем, по нашему мнению, он должен быть. Мы должны стремиться создать среду, в которой каждый чувствует себя ценным, несмотря на свои различия. Навешивание ярлыков и навязывание людям собственных сценариев – это форма контроля, которая может нанести людям серьезный ущерб. Это может повлиять на их мыслительный процесс, поведение и даже личность. Это ограничивает их свободу мыслить, самовыражаться и исследовать возможности за пределами навязанного ярлыка. Такое навешивание ярлыков также нарушает личные границы человека, поскольку не учитывает потребности и предпочтения индивида. Навешивание ярлыков на кого-либо может рассматриваться как акт неуважения, поскольку подразумевает, что мнение или чувства другого человека не имеют значения. Такое поведение противоречит доброй воле, к которой мы должны стремиться в нашем обществе. Навешивание ярлыков на кого-либо или отнесение их к определенной категории может нанести ущерб их чувству идентичности, самооценке и даже психическому здоровью. Он лишает людей права определять себя и решать, кто они и за что они борются. Хуже того, это может привести к формированию стереотипов, что может привести к дискриминации, предрассудкам и другим формам несправедливости. Мы все имеем право создавать свои собственные сценарии, цели и пути. Навешивание ярлыков на людей не только нарушает их личные границы, но и противоречит духу доброй воли, который должен царить в любом обществе или организации. Поэтому важно, чтобы мы признавали это право за другими и защищали его везде, где это возможно. Навешивание ярлыков на людей может быть сложной задачей. Легко попасть в ловушку классификации людей в соответствии с нашими собственными предположениями, стереотипами и предубеждениями. Но такое поведение не только оскорбительно и обидно, но и нарушает личные границы тех, на кого мы навешиваем ярлыки. Никого нельзя помещать в рамки или классифицировать на основе расы, пола, культуры или любого другого фактора. Каждый должен рассматриваться как личность с уникальными качествами и опытом, который не может воспроизвести никто другой. Навешивание ярлыков на людей контрпродуктивно и в долгосрочной перспективе приносит больше вреда, чем пользы. Навешивание ярлыков и навязывание людям собственных сценариев может быть опасной практикой, которая не только подрывает их индивидуальность, но и нарушает их личные границы. Когда мы навешиваем ярлыки и сценарии на людей, мы, по сути, игнорируем их автономию и заставляем их идти по заранее определенному пути. Эта практика противоречит идее поощрения доброй воли и уважения чувств других. Это также противоречит идее предоставления каждому человеку возможности определять себя в соответствии со своими собственными убеждениями и ценностями. Обозначение кого-либо как неуважительного может оказать значительное влияние на его отношение и на то, как его воспринимают другие. Важно помнить, что хотя неуважение может проявляться во многих формах, таких как обзывание и грубость, навешивание ярлыка на человека с таким поведением может иметь долгосрочный эффект. Это может привести к тому, что они станут более враждебными по отношению к тем, с кем они взаимодействуют, или может привести к дальнейшему разделению между людьми, которые не согласны. Такое навешивание ярлыков на кого-либо также может нанести значительный ущерб его психическому здоровью, что следует учитывать при рассмотрении неуважительного поведения.
Навешивание ярлыков на человека, который проявляет неуважение к личности другого человека, может оказать долгосрочное влияние на то, как он взаимодействует с другими. Это может привести к тому, что они будут чувствовать себя осужденными и неправильно понятыми, что может привести к тому, что они почувствуют себя изолированными или ненужными. Навешивание ярлыков такого рода также может повлиять на их самооценку и, в конечном счете, на принятие ими решений в будущем. Важно помнить, что все мы совершаем ошибки, и никто не должен определяться одним инцидентом или моментом времени. Лучший способ двигаться дальше – открыто говорить о том, что произошло, проявлять сочувствие и оказывать поддержку, чтобы все участники извлекли уроки из этого опыта. Навешивание ярлыков на человека, который проявляет неуважение к личности другого человека, может иметь долгосрочные последствия для его самоидентификации и чувства принадлежности к миру. Все мы слышали поговорку «палки и камни могут сломать мне кости, но слова никогда не повредят мне», но, к сожалению, это не всегда так. Слова могут быть такими же мощными, как и физическая сила, когда речь идет о том, чтобы заставить кого-то почувствовать, что его не ценят и не принимают окружающие. Ярлыки могут быть особенно разрушительными, потому что они вызывают чувство стыда, от которого трудно избавиться. Важно помнить, что нельзя навешивать на кого-то негативный ярлык, когда он проявляет неуважение к личности другого человека, и что каждый заслуживает того, чтобы к нему относились с добротой и уважением, независимо от того, насколько мы отличаемся друг от друга. Навешивание ярлыков – интересная концепция, поскольку она может заставить кого-то почувствовать уважение или неуважение. Например, когда кто-то неуважительно относится к личности другого человека, навешивание на него негативного ярлыка может нанести ущерб обеим сторонам. Обозначение кого-то негативными словами может повлиять на самооценку и уверенность этого человека, заставляя его чувствовать, что он меньше, чем он есть на самом деле. Важно дважды подумать, прежде чем навешивать на кого-то неуважительный ярлык, и помнить, что каждый заслуживает уважения, независимо от его личности. Вы когда-нибудь чувствовали, что на вас навесили ярлык, который негативно влияет на ваши отношения с кем-то еще? К сожалению, это обычное явление в нашем обществе. Навешивание ярлыков на человека, который проявляет неуважение к личности другого человека, может нанести ущерб его репутации и вызвать дальнейшее напряжение между двумя людьми. Но как это влияет на человека? Ярлыки могут создать опасный цикл отрицательного подкрепления, из-за которого человек может чувствовать себя осужденным или стереотипным. То, как мы навешиваем ярлыки на кого-то, также может влиять на то, как он воспринимает себя и свои отношения с другими, что приводит к неуверенности в себе и неуважению к окружающим. Важно осознавать силу навешивания ярлыков и влияние, которое они оказывают на отношения. Давайте рассмотрим, как навешивание ярлыков влияет на того, кто проявляет неуважение к личности другого человека, и как мы можем работать над тем, чтобы этого избежать. Мы часто воспринимаем наши слова и действия как должное, но они могут сильно повлиять на самооценку человека, которого не уважают. Обозначить кого-то как неуважительного стало простым способом принизить кого-то и игнорировать его личность. К сожалению, это может привести к усилению чувства незащищенности, низкой уверенности в себе и даже к депрессии у тех, кто находится на принимающей стороне. Важно помнить, что уважение – это не то, что вы можете требовать или навязывать кому-то другому, это то, что нужно заслужить. Навешивание ярлыков на кого-то за неуважительное поведение не только обидно, но и может нанести непоправимый ущерб его репутации и отношениям с другими людьми. Маркировка – обычное явление в современном мире. Но почему люди навешивают ярлыки на других? По мнению психологов, одна из причин, по которой люди навешивают ярлыки на других, заключается в том, что они пытаются разобраться в своих собственных чувствах или эмоциях. Навешивая ярлыки на кого-то другого как на хорошего или плохого, они могут попытаться рационализировать или объяснить, почему они относятся к ним определенным образом. Это не только помогает им разобраться в своих собственных чувствах, но также помогает сформировать понимание того, как люди вокруг них могут думать и вести себя.
Маркировка дает людям простой способ классифицировать окружающих, помогая им понять, почему происходит определенное поведение и как лучше всего взаимодействовать с другими людьми. Навешивание ярлыков – это способ категоризировать людей и придать им индивидуальность, но почему мы чувствуем необходимость навешивать ярлыки на других? Психологи десятилетиями изучали это явление и выдвинули несколько теорий. Одна из основных причин, по которой некоторые люди навешивают ярлыки на других, заключается в том, чтобы почувствовать свое превосходство. Обозначая кого-то как другого или другого, он позволяет им дистанцироваться от этой группы и утверждать свое собственное превосходство. Другая причина может заключаться в том, что навешивание ярлыков помогает нам определить нашу собственную идентичность, создавая границы между собой и другими. Какой бы ни была причина, важно помнить, что навешивание ярлыков может привести к серьезным последствиям, таким как дискриминация и изоляция. Поэтому для нас важно помнить о том, как мы говорим о других людях, и распознавать, когда ярлыки используются не по-доброму. Все мы знаем поговорку «человек подрезает себе крылья», но действительно ли мы понимаем, что она означает? Это означает, что когда мы навешиваем ярлыки на кого-то, это может иметь негативное влияние на то, как они воспринимают себя и думают о себе. Это может привести к тому, что у них разовьются ложные представления о себе самом и своих способностях, что в долгосрочной перспективе может нанести вред. Мы должны быть осторожны, чтобы не навешивать на людей ярлыки, которые в конечном итоге могут заставить их поверить в то, что может быть неправдой. Мы живем во Вселенной, где то, что мы производим, возвращается к нам. Вот почему важно помнить о том, как мы относимся к людям. Если мы хотим испытать доброту, понимание и сострадание Вселенной, то мы должны сначала распространить эти же качества на других людей. Вселенная относится к нам так, как мы относимся к людям, и если мы дарим любовь и уважение, то любовь и уважение вернутся к нам.